Доброе утро, Чечня! Доброе утро, друзья мои! Сегодня мы с вами отправляемся в село, чтобы познакомиться с чеченской семьей. Посмотрим их быт, приготовим национальные блюда и прекрасно проведем время. Вы берете хорошее настроение, я беру вас с собой и в путь, друзья мои! Сегодня мы с вами едем в село, которое называется Толстой Юрт. Посмотрим, как там живут люди, познакомимся с ними. Это ваш магазин, да? Чайка. Да. Мы сейчас заезжаем за мамой. Алейкум ассалам. Спасибо. Как дела у вас? Лучше всех. У меня тоже спасибо. Сегодня мы отправляемся к вам домой, да? Да. А как вас зовут? Давайте познакомимся. Меня Зара. Зара. Меня зовут Эльвира. Рада знакомству, Зара. Я знаю. Здесь у нас работают все внуки, снохи. При необходимости привлекаем И всех родственники. домашних. Это у вас семейный подряд, да? Семейный Вот ваш. это родственник. Здравствуйте, ассалам. Она приехала из Татарстана. В селе это вы многим людям работу даете, да? Кто работает Да, здесь? да. Это У нас очень работают хорошо. по залу, работают по сокам. До свидания. Хорошего дня. Смотрите, как выглядят дома в селе. Сейчас Альман сам зайдет. Так, пошлите, добро пожаловать. Ассаламу алейкум. Это чай попить, куда в гостинице можно положить? Спасибо большое. Ну, рассмотрите, как выглядит у них кухня. Кухня очень красивая. А сколько человек живет в этом доме? Вот вы живете со своим мужем, старшие. Да. Живет Семья Альмана. ваш младший сын живет вместе с вами. Да, по традиции с родителями остается младший сын. А нет такого, вот, например, если бы вы захотели, чтобы старший остался, оставить старшего? Или это не обсуждается? Младший и младший. Но это по желанию, никто никого не заставляет. Здравствуйте, вас зовут Харон. Сегодня я буду с вами один день в селе жить, познакомлюсь с вашими традициями, научусь готовить национальную вашу кухню. Вам зараз сколько лет? Мне 66 лет будет. Точно? А то как-то под сомнением. 66. 59-го года. 45. Скоро 67. 67. Сейчас я вижу, мы будем разделывать мясо. На что это? Черный. На суп. Да. Чеченский суп. Да. Мясо свежее. Говядина нам нужна. Вот нарезаем вот такими большими кусками. Иман, она расслоится, вот так нарежь, а потом побольше. Оно в середине расслаивается потом. Вот я вижу, что у вас готовит невестка, да? Да. Вообще в семьях всегда готовят невестки. Да. Я в свое время с свекровкой тоже я готовила. И так по традиции передается из поколения в поколение. Сколько лет было мам, когда пришла в этот дом? 19. 19? Молоденькая девушка, вот приходит в ваш дом. Она все умела делать по хозяйству? Частично. Частично. А какие-то вещи? Смотря как воспитывали их в домашней среде. Не обязательно, вот, чтобы она вот, пришла замуж и все умела. Вы, когда сами замуж выходили, вы все умели готовить? Или... Нет, нет. Я помню, у нас невеста сразу в ту пору домой не возили. Сначала по воспитам, потом по шариату обвенчает их, чтобы муж с женой не встречались. Потом, когда только их по шариату Почитали делают никах, после этого только колонной торжественно везли в дом мужа. Потом там отправляли. Я помню, меня повезли к тете Харона, и мне его тетя говорит: ты чечепалкш умеешь делать? Сказать не умею, я постыдилась. Я говорю, умею. А сама не умела? Не умела. Замесила тесто для чепалкш. Тесто должно быть до того мягкой консистенции, а я замесила тесто круто. Как на пельмени. Да. И я помню, у меня были твердые чепалкш. Но она сказала: ты когда-нибудь делала их потом? Я говорю: нет, Дельца, не делала. Но мне стыдно было сказать, что не умею. Раз вышла замуж, Должна она уметь. говорит: ничего страшного, первым блинкомом
В следующий раз делаешь еще лучше, потом еще лучше. На топленом масле обжариваем Просто мелко, черемша и топленое масло у нас. мелко нарезанные черемшу. И соль. Вот здесь варится тыква. А тыква нам на что? Это будет хингелш. Это у нас начинка для Да, даунаш. 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 Я, знаете, как сильно люблю требуха. Ну, я видела. Я умираю, как люблю. Как вы уминали ее. Да. Я прям могу вот сидеть кишки, есть, желудки. Вообще сильно люблю. Это мы сейчас также на черемшу, начинка, да, наша? Да, домашний творог. Домашний творог у вас? Полностью выжимается жидкость. Сыворотку выжимаем. Нам нужен сухой творог. А у вас сколько детей? У меня 4. 2 сына и 2 дочери. А вы из какого села? Из социального. Это рядом? Да, Кучаловская. А как часто ездите домой к маме, маму навещать? Сейчас каждую неделю. А раньше? 2-3 недели, месяц. Посмотрите, как должен выглядеть у нас творог. Очень рассыпчатый, сухой-сухой. Здесь все машины уехали. 200 тысяч. Черемша у нас готова? Сколько лет вам? Нет. 18. 42. 42. У вас 5 детей. Здесь, ну, пример, вот здесь. Вот, наверное, счастье для мужчин, да, 4 сына. Не войдет. Сейчас мы выкладываем, чтобы наша черемша остыла, да? А вам сколько лет? Мне. Сегодня я поспорил со своей супругой. Наверное, придется мне взять еще одну жену, молодую. А жена что сказала? Она говорит, не выйдет, ты пенсионер, говорит, ты, короче говоря... Не богатые, мечтать не вредно. Да. Ну, у меня по документам записано 18 февраля 1951. 51-го? Что это, 50, 77? 75, вот 18 февраля исполняется. 75 исполняется? Да. Ну, через несколько дней. О, юбилей у вас будет 75 лет. А вот же у вас молодая жена. На сколько лет она у вас младше, напомните, пожалуйста? Она числится по документам, мы сами не знаем, когда... Я знаю. записали. Нет, ты сама не свидетельница. Я Никто говорю, я не говорю о свидетель. документах, как записано. Откуда? Вот сама не верит. Своим документам он верит, да, ваш? Да, у него документ написано 4 июля 1959 год. Вот какая у вас молодая жена. Сколько лет вы вместе? 48. 48. В июле. Это скоро золотая свадьба. Приезжайте на золотую свадьбу. Обязательно приедем. И как вы женились-то на ней? Как, 3 года добивались? как люди женятся? Поехал, приехал и забрал ее. Она же сказала, 3 года не Это соглашалась. другое, нет. Дело, ошибочно, это ошибочно. 3 года она соглашалась. Она была, я сказал, предварительно, что она была маленькая, она школьница была. 15 лет было, говорит Заре, когда я ее увидел. Да, увидел, да. 15 лет было. То 3 года. И вот Заре... Пока вырастет. Это в советское время, когда, если взять в жены несовершеннолетнюю девушку, там считалось большим позором, сразу же органы фискальные начали преследовать. Девочки все выходили в 17-16 лет, и папе дали последнее предупреждение. Если еще хоть одна неделя выйдет замуж несовершеннолетний, из партии выгонят. И вот, чтобы папу с партии не выгоняли, чтобы не причинять ему неудобств, я ждала своего 18 И дождался же? Вы что же? Конечно, ждали, что 4 июля день рождения, она, знаешь, когда вышел замуж? 5 июля. 6. 6. Чуть ошиблась. И знаешь, с чем связано? Это связано с тем, что ну, эти традиции, они потеряны сейчас. В то время чеченская девушка значит, нормально выходила замуж только в неделю 2 вечера. Обычно вечером. А, в неделю можно было 2 дня только. Но только 2 дня. Если в другие вечера она выйдет замуж, ну, пойдет в другой дом, это считалось каким-то отклонением. Девушка выходит замуж только вечером со среды на четверг и с воскресенья на понедельник.
Я подозреваю, что у вас были очень теплые, глубокие чувства к своей супруге, если вы 48 лет спустя помните этот день, помните, в какой день, в понедельник или во вторник там замуж выходила. Он, когда ухаживал за мной, писал целыми тетрадями послания. Письма писал? Письма писал. Стихи писал? Стихи писал. Стихи и сейчас пишет. Да. И песни сочиняет. Чеченские мужчины стесняются на такие темы говорить, считают это Кто неуместным. сказал? Ваш сын, он тоже постеснялся, а вам только задаю вопрос, он говорит, не буду. Дело в том, что, знаете, я согласен с этим. Молодой. Если бы было мне сегодня, скажем, 40 лет, Вы бы мне не отвечали на эти да, вопросы. эти вопросы я бы не отвечал. А сейчас уже в моем возрасте, Силу возраста в позволяете. силу возраста, Это хорошо, что вы нам рассказываете. Мы хотя бы знакомимся с вашими традициями, мы узнаем, как вы женились. Это хорошо, что старшее поколение может себе позволить рассказать такие вещи нам. сейчас у нас вот эта традиция нарушена. Никакой традиции среда или воскресенье нету. Девушка выходила замуж, стреляли из ружья. Из оружия, Из ага. ружья. Вот сидим мы, скажем, вечером, раз, выстрел в ружье, и сразу в голове. Так, сегодня среда или воскресенье? Так, где? В этой стороне, в этой стороне. А село-то не такое большое. Значит, там выстрел, подумал, у них была девушка, значит, она вышла замуж. А если этот выстрел произойдет в другие вечера, знали, что застрелили собаку или кошку, что такое. Нестандартная ситуация получается. А сегодня очередь в ресторанах, в свадебных салонах, начиная с понедельника, кончая воскресенье, в крупных селах, в крупных городах, вот, значит, ждут освобождения, но свободного места во дворце, где Да. То есть вот это все стерто с традиционной. В нашей семье не приветствуется свадьба вне дома. Все мои зрители знают, я не хожу на свадьбу, которая вне дома. Я только на И не домашнюю надо хожу. ходить. Это уже, представь себе, я прихожу в чужой дом, дворец-то чужой, это, пускай дворец-то, в чужой дом исправляю свое. Но это уже не было у чеченцев, абсолютно никогда в жизни. Хоть пускай вот какой-то, скажем, катух, так скажем, вот просто, лишь бы какой-то помещение, лишь бы двор был. Свадьбу справляли. Приходили туда люди свободно. А сейчас такие огромные дворцы у людей, целые огромные дворцы, и идут в дворец. Ну, у вас дома не уступают дворцам свадебным, торжественным залам? Мой дом никому не уступает, потому что в моем доме есть все удобства. Все удобства. Эльвира, Просто мы когда справлялись про свадьбу Адлан, мы во дворе везде ставили палатки. А Адлан когда женился? Сколько лет назад? В 2002 году, в ноябре. В ноябре это было? В октябре. Какая память у вас. Смотрите, здесь мы готовим начинку. Здесь я вижу соленый творог, вы еще посолили. Это для чего у нас? А это для чепов. Чепл мы будем готовить. Здесь у нас еще творог. Тут у нас черемша с творогом. Это для вареников. Мы сейчас делаем тесто на что? На галушке. Сегодня мы с вами приготовим такие вкусные вареники. Они у нас называются юзенгалмаш. Горячую воду. Что у нас входит в состав теста, Иман? Расскажите, пожалуйста. Соль, 2 чайные ложки, 2 стакана крутого кипятка и муки. И мука на глаз. Нет, 8 стаканов. Вы видите много туристов, много приезжих. Что вас удивляет в приезжих? Удивляет, когда молодые люди обнимаются. Обнимать удивляет, да? Да. Когда приезжают туристы в Чечню, нужно, чтобы они на улице, в обществе не обнимались, чтобы чеченцы не смущались, да? Не выказывали на публику О своих чувствах. о своих чувствах. У вас мужчины на кухне не бывают. Не готовят. Но я вам скажу одно. У нас вот в магазин вы видели, там сзади кухня, там сзади комната отдыха, и санузел, вот это все. Я однажды захожу туда на кухню, Адлан готовит. Я говорю, ничего себе, я говорю, я никогда не видела, чтобы ты готовил. Он говорит, я в полевых условиях. Я говорю, ничего себе, я никогда не видела, чтобы ни ты, ни Эльман, ни отец готовили. Вот видите, что удивляет чеченских женщин, когда мужчины готовят. Говорит, для нас это вообще шок.
Вы считаете, что на кухне должна быть только женщина, да? Это прерогатива. А вот, например, в других странах, возьмем Узбекистан, мусульманская страна, они, наоборот, отдают предпочтение, когда мужчина готовит на большое количество гостей. Женщина просто не справится с пловом, с шурпой. Справляется. От лица всех чеченцев говорю, что женщина с огромным количеством людей справляется. Мужчина должен обеспечивать семью. Вот это его основная задача. Главная обязанность Да. семьи. И быть в трудную минуту все время рядом. Также в тесто нужно добавить еще 2 яйца. Сейчас мы раскатываем тесто на наши галушки. Галушки это будут вареники с начинкой черемша и творог. Я сейчас говорю Заре про ее сына Адлан, то есть по имени называю. Она говорит, он же не Адван, как ты называешь, а Адлан. Я говорю, я букву Л не выговариваю, у меня диабет, поэтому получается Я Адлан. не знала, прошу простить. Нет, я, знаете, я никогда этого не комплексовала. Ну, то есть, вот как-то не могу я говорить эту букву, и все. Ничего страшного, не гибельно живете. Да, хотя к логопеду ходила. Если бы он был через мягкую, например, от ля, я бы могла сказать ле-ля, а вот то, что ла, это для меня тяжело. Смотрите, мы раскатываем наше тесто. И все, вот такие вареники мы должны с вами сегодня налепить, да? Вот наша первоклашка идет домой. Чтобы не Ну, сейчас вы меня научите этой форме. Красиво. Мария. Школа рядом, что ли, дети пешком ходят? Где-то 500 метров. Здравствуйте. Сколько у вас внуков получается? Всего 15. Ого, машаллах. А вы вообще когда последний раз на кухне сами готовили? Когда невестки нет дома, и она уезжает, не приготовив, обычно она уезжает, что-то приготовив, оставив. А я почти до вечера бываю в магазине. Поэтому, Вы же на пенсии? да, например, Сколько у вас пенсия? 20 тысяч. 20? Да. У нас еще есть местный таксопарк, которым заведую я. открылась. Таксопарк, доход, пенсия. О, вы богатая. Вот пальцем вот так-то, видите, чтобы Мгм. не мешали, а то они не клеятся. Вот так. Сейчас я вот эти. Вот так. Вот. Жаль, что нет у меня сына, оставила бы тебя здесь. У меня еще не так они получаются. Нормально получили. До первого раза. Еще Да. рано оставлять. Уже 23 года она в нашем дворе. Это моя второе имя. Почему у вас второе имя? А у нас не принято называть По по имени. имени, с нохом не принято называть. По имени бабушку, свекруху, свекровь, заловку, деверя. Вообще свое какое имя у вас? Мака. Вас зовут Мака, но когда вы пришли в этот дом, А мы ее переименовали. вы начали ее называть Иман, да? Да. Дедушка дал имя. Я за свои 48 лет, что я живу в этом дворе, ни разу не назвала по имени своего свекра. Как вы называете своего мужа? Дети все Вавон зовут. Как? Вавон. Почему так? Вава. Ну, сестры, братья, мне все младше него, они, не умея произносить имя Харон, назвали его Вавон. Мгм. Или Вава. Вот так все зовут. Теперь внуки и вот снохи все зовут его Вава. Вы как обращаетесь к своей свекрови? Мама. Мама? А на ты, на вы? Да. На ты. У нас в чеченской семье нет обращения «вы». Да. И это не означает неуважение. Вы Просто на нет, ты.
в Чечне вообще, даже я в своем возрасте должна обращаться к Заре на «ты». Да. Это не неуважение, это наоборот у них это уважение, если на «ты» обращаешься, как более к близкому. Близко. Да. В основном по отчеству не называют. Мама сказала, привези мне черемши. Она очень любит черемшу и сказала, сейчас у них сезон, без черемши в Казань не возвращайся. Смолой. Все, мясо мы поставили варить, потом будем здесь готовить суп. Вот скажите, пожалуйста, в чеченских семьях можно хвалить ваших мужчин? Вот хочу сказать, у вас Ильман очень красивый, высокий парень, симпатичный очень. Адлан на разговор, какая грамотная речь у вас у сына. Это вы спрашиваете у матери? Конечно, можно. Мы не хвалим девочек. А если я скажу, например, у вас Стаха как все ловко справляется, Сноха, как да, все это быстро, сноха. можно, да? А вот я не похвалю девочек, А сына? а сына похвалю. Сына при людях можете похвалить? Похвалю, да, похвалю. А вообще вот уместно ли чужой женщине, а чужая женщина говорить, какой красивый мужчина, например? Можно, да, это? Я думала, может быть, там это считается не скромно, не Нет. положено. Нет, я же говорю, все зависит от намерения. И Вы я на него- искренне. Вот вы смотрите на него как вот на брата, как Мгм. вот на друга. Я как на друга, на брата как Да. раз. Вот поэтому это уместно. Я потому что всегда вот смотрю на людей, и я хочу сказать человеку, если он красив, если он красиво говорит, если он красиво танцует, я всегда хочу подойти ему и сказать, как красиво. А ваши сыновья как женились? Вы сами им жен выбирали или они сами? Нет, мы сами себе выбирали. Шла война. Если бы на ту пору она жила в своем Цацанюрте, я уверяю вас, они не встретились бы, потому что на той стороне, вот по эту сторону хребта не было военных действий, а по ту сторону хребта в ту пору ездить, молодежи ездить были очень опасно. Это в 2002 году, да, вы Да. рассказываете? Ну, плюс-минус 2000-е Да. годы. Были военные действия. Она беженцем приехала к своему дяде. Там друг Аглана жил неподалеку. Вот там они и познакомились. Вот когда нужно было поехать первый раз в гости к теще и тестю, одного не пустили. Адвана. Да. Папа и я все вместе поехали. Побоялись? Побоялись, очень боялись. Я помню, даже остановили нас там военные, окружили, спрашивали, почему приехали, кто молодой человек. Что тогда дарили на Махр? Как 20 было. тысяч? Чай, сахар. Вот вам дали 20 тысяч. Вы помните, куда вы его дели? Мне не дали. Тоже не дали? Мне не дали. Как у Это- нас это горских чеченцев, горских чеченцев, те, которые живут в горном районе. Им девушки на руку дают колоду. Ага, а вам? А наши плоскостные не дают, родителям отдают. То есть у нас есть два вида чеченцев, горские и плоскостные. Да. А тейп у вас какой? А чеченцы акинцы. Угу. Я гуно, она энгино, Энгино. энгиной. Но я там не была. Вы, а муж? Муж акинец. Акинец. Да. Чапаевцы, Чучаны. Чем занимаются женщины? Получается, Феда у нас торгует постельным бельем, да? Вы чем занимаетесь? Посуду продаю. Посуду продаете. И еще пельмени. Мучное изделие. Да, еще мучные изделия. Вы, Зара, чем занимаетесь? У меня таксопарк, И еще магазин. еще магазин, да. Еще скажите, что чеченские женщины дома сидят, да? В нашем супермаркете «Чайка» вы можете заказать свежие продукты по ссылке в WhatsApp и мой номер. А наш таксопарк «Теркист», он называется так, «Теркист», быстро доставит ваш заказ и номер таксопарка. Для удобства и приготовления и подачи блюд рекомендуем приобрести посуду у Имана и ее номер. Также у Адлана в турбюро «Туркавказ» можно заказать увлекательную экскурсию по всему Кавказу. А про постельное белье, если устанете... Вот. У Радимы, это младшая дочь, вы приобретете детскую одежду по самым низким ценам и ее телефон. В завершение вы можете приобрести у меня
качественное постельное белье и отлично отдохнуть. Ну, получается, можно считать, ваша семья вся бизнесмены. Да. А после, прочитав вот это, папа наш выразил обиду. Он делает на продажу, как они называются? Деревянные подносы, чинары. Чинар. называется. чинары, это вот куда еду Да, подают. да. Он делает их в магазине, вы, наверное, не заметили, они там стоят. Почему вы не написали про мой бизнес? Его память хорошая, Ахеда. Зря вы упустили его из виду. Вот это повесил наш папа. Я это называю мечта нашего папы. А вы видите, мужчина в окружении жен, и она говорит, это мечта. Вы проходите, вы Не-не-не. постарше будете. Гостья заходит первой. Мы с вами сейчас заходим в дом. Какая у вас библиотека? Это же можно закачаться, вы взгляните. Ого, вы принарядились? Я вас даже не узнала, какой вы стали еще красивее. Очень красивые головные уборы. Любовь написана. Это чья библиотека? Кто собирал? Я собирал. Это вся ваша библиотека, да? Но вот кроме меня никто пока еще не пользуется. Вы все перечитали, что я здесь вижу? Но в любом случае, все не перечитал, ну, обзорно, все знаю, о чем каждого автора, содержание там. Многие книги ему подарены самими авторами. Да. Здесь есть и православие, и ислам, и даже буддизм. Смотрите, вот Коран я уже увидела, 3 да. перевода, даже 4. Саблуков, Кулиев, Порохова и Крачковский. А Коран по исламу, он должен быть на высоте. В доме его нельзя держать где-то в низине. Он должен выше головы. Сейчас я читаю книгу пророка Мухаммеда. Благословит его Аллах и приветствует. Вы читаете каждый день, глаза видят хорошо. Я операцию в 2020 году в Краснодаре, в клинике Федорова, сделали операцию на оба глаза. Да. Я без очков все вижу, но вот когда мелкий шрифт, вот сейчас в последнее время типографии, все авторы какие-то стали скупые, начали помельче. Авторы, пишите покрупнее. Да, совершенно верно, да, да. 14 шрифт я читаю свободно. До операции у вас была дальнозоркость или близорукость? Дальнозоркость, значит. Вот так вы читали, да? Плюсово, плюс, да, да, да. Я читал, У меня да, у в мамы очках, тоже, в очках значит, я можно читал. сделать операцию. Ну вот давайте возьмем вот любую книжку, вот эту, ну, вот, допустим, чтобы не вынимать. Ну вот видите, это мелкая шрифт. Но я его читаю. Композитор Паскай Рамзан, Нохчик, Оман. Ну, читаю, свободно я читаю. Это у нас чеченский, да? Да, на чеченском. Газиева. Да. Муамин Харма. Она Ну, журналистка. Откуда любовь к книгам? Со школьной скамьи, я в любом случае, ныне покойная Роза Махмутовна, когда я был в первых классах, она работала в библиотеке, в школе. Она все время, когда мы встречались, до самой смерти, она все время это подчеркивала. Я все время пропадал в этой библиотеке. В то время, это 60-е годы прошлого века, был мощный языковой барьер. Русский язык и чеченский язык. Понимать надо было слова, там, словарный запас. Именно в этом плане, да, я в школе наработал. И с тех пор у меня действительно была любовь к книгам. И я, когда, будучи студентом, я вам скажу, я мог голодать, потратив эти деньги на книгу. А какие вы подарки делали своей жене? Стихи мы поняли, песни посвящали. Непременно букеты цветов. Ну, каждая встреча была, ну, в общем, омрачена, так скажем, в кавычках, букетом роз. Ваш карман был обречен. Ну, я тогда работал уже. Я уже тогда не студентом был, я тогда был, ну, скажем, состоятельным человеком. Я в школе работал учителем физики, получал нормальную зарплату. Мой любимый предмет математика, физика. Математика, физика, ну, тем более, я первый встречаю. Можно встретить ваш разговор. Да. Я училась в училище, поступила чисто, чтобы была возможность встречаться. Мама с папой не разрешали. Наша директриса, очень строгий человек, заходила в помещение, в кабинет и говорила: Медиева, наш зять стоит в коридоре с цветами. У чеченцев принято всегда, если ты ухаживаешь за девушкой,
надо тебе избегать не то, что ее родной дом, но надо избегать даже встречу с ее близкими родственниками, там, с братьями, с двоюродным братьями, тем более с родителями. Надо избегать, ни в коем случае. Надо уходить, какую-то дугу описывать, даже если при встрече. А если вот на улице, допустим, вы идете и встречается брат, прям оп сразу, да? Чтобы незаметно. Совершенно верно. Какую-то дугу надо сделать, чтобы не встретиться. По случайному стечению обстоятельств, когда женился мой друг с этого села, ныне покойный, и обычно, когда у чеченцев берут невесту, ее сразу в дом жениха не везут. Ее обязательно сопровождают в дом родственников ближайших. Она там может содержаться несколько дней. На время бракосочетания по мусульманству, за это время. Потом ее только привозят. И вот в этот вечер, я откуда знаю, мы взяли эту, невесту, поехали, оказались в ее доме. А я даже не знал. Потом раз пришли, мы с невестой сели, кушаем, а оказалось, напротив меня сидел ее родной отец в этом доме. Я играл, на музыкальных инструментах, на инструментах веселья там, и так далее. Он очень рад этой встрече, знакомству со мной. Потом выясняется, он тоже ничего не знал, и именно это вот послужило причиной. Пришел в дом, сидел со мной, кушал, в моем доме, я его угощал. Если я знал бы, я бы вообще не зашел в это. Это традиционно уровень культуры, уровень воспитанности, соблюдение традиционных моментов в жизни чеченцев. Конечно, я не зашел бы ни за что. 3 любимых писателя. В любом случае, я не стал их бы сортировать. Какая бы книга ни была написана, она имеет какой-то позитивный оттенок. Вот Игорь Пыхалов «За что Сталин выселял народы». Там в основном подчеркиваются моменты высылки чеченцев. Естественно, кто не любит Пушкина, Лермонтова? Ну кто не любит? Кто не любит Маяковского? Это школьная жизнь. Кто не любит Тургенева? А из чеченских, антроположек, например, проза и поэзия Магомеда Мамакаева, Арби Мамакаева, они однофамильцы и одновременно имеют родственные связи. Шаида Рашидова, ныне покойного. У нас, когда мы жили в городе, у нас была соседка русская, Лисогорская. Да, она была очень цивильная женщина. Из-за старости она потеряла память. Мы за ней ухаживали. Она сказала, когда я умру, никого не было, никто к ней не приходил. И вот когда я приходил, она говорит, вот мы все-таки договорились, возьми из того, что здесь есть, возьми хорошо, что ты хочешь. И вот я взял полное собрание Великой Отечественной войны Брежневского периода, я взял. И вот эти 3 книги, их должно быть всего 6. Это 1873 год. Давайте посмотрим, что за книги такие. Ну, смотрите. Вот смотрите, царской печати царской России. История Владимирского Дубровы, 1871 год. Значит, смотрите, вот здесь... Ой, страница страшно трогает. Здесь описываются про народы Северного Кавказа. Вот, например, глава чеченцы. И осетины, и черкесы, и, продолжение там еще есть. Вот есть кумыки. Это ко мне близкие кумыки. И вот здесь еще тоже продолжение этой же темы. Вот смотрите, абхазцы, сванеты, татары. Ой, это же я, татары. Ну вот татары. Начиная от географии, обряд, традиции, как, буквально вот про татары, все полностью. Праздники. И армяне. Вот понимаете, вот такие книги я взял. Я первое стихотворение для нее написал такое, я еще помню наизусть. Родился я самую стужу, я в феврале родился, а ты родилась самую зной, она в июле родилась. И чтобы согреть мою душу, костюм без дефектов мне щей. Она училась на портного, тогда, когда я за ней ухаживал. Еще раз я прочту. Родился я самую стужу, а ты родилась самый зной. И чтоб согреть мою душу, костюм без дефектов мне щей. И об ответ она написала. Свое перо не восхваляю И не перечу твоему. А просто от души желаю светла Таланта твоему. Она написала мне. Я растрогалась. Да. Это прям настолько приятно слышать, аж до слез, представляете? И еще один важный момент, когда я за ней ухаживал, я ее, можно сказать, заставлял читать все,
Что я читаю? Я сразу отметила, что у вашего сына, у Адлана, у вас очень красивая речь. Он говорит, мои родители читают, у папы библиотека. Эльман не читает. Эльман спит. Он красивый зато. Эльман спит. Внуки не читают. Это наша боль. Я считаю, что человек, язык развивается посредством чтения. Конечно. Мне подарил мой близкий друг день моего 50-летия. Это тоже раритет 1893 года, пианино в оригинале. А вы играете на фортепиано? Нет, я пока не играю. Я только на аккордеоне играл когда-то. И на... Красивые, конечно, дома. Здесь у нас еще комната, да? Пётр заходит и говорит, не убрал за собой. Он штаны оставил, не убрал. Кто играет на музыкальных инструментах? Папа наш. Это он работал директором выставочной галереи. Ага. И вот художник нарисовал и подарил ему. Ой, красота. Это тоже картина нарисованная художником, подаренная. Это от детей. Бесконечно мною уважаемый и любимый отец. По-чеченски Санда. Мой отец. Ну, дома у вас, конечно, роскошные. Посмотрите, какой огромный просторный зал. О, здесь кто-то шьет, по-моему. Это, наверное, Хеда шьет, да? Нет, это шила младшая дочь. Она вышла замуж и не забрала с собой. Есть много вот таких вопросов, чем определяется человек красивый, чем он добрый, чем определяется человек богатый. Дома? Нет, Кирпичами? нет. Внуки, дети? Если, ответ такой, если у чеченца в доме есть качалка, качающаяся качалка, это имеется, Колыбель? колыбель, но там ребенок должен быть, это уже состоятельный человек. То есть Да? потомство, когда у него есть. Вот богатство человека. А я думала, чтобы дом... Ну, конечно, была любой подумает, сакра- совершенно дом подумает, машину там. Нет, может. я дом, потому что для чеченцев, я знаю, сокровенный Не, дом. Дом, без дома чеченец, один чеченец не может. Это уже не чеченец, если у него нет дома. Но когда в доме, на высоте дома, в глубине стоит качалка с ребенком, качается, это говорит о том, что это чеченец состоятельный. Вот Эльвира задает вопрос, как понять, чеченец состоятельный? Количеством кирпичей. Дом, кирпичи. Вот такой ответ. Здесь у вас стоит люлька, да? Ага, она называется колыбелька. АГА. Ага. Это от На детей чеченском. Эльмана. Детей Эльмана осталось. И вот его дети выросли, но я его в подвал не заношу, потому что они приезжают и укладывают свои аппетиты. Бисмилlah. Здесь у нас еще одна комната. Детская. А сколько квадратов у вас дом? Это 150. А сколько приходят коммунальные услуги у вас? Разом, зимой много. Зимой много, летом мало. В целом, сколько за дом вы платите каждый месяц? Давайте в феврале и в июле. Когда вы родились? Ну, в феврале, январе, я вам скажу, где-то около 20 тысяч точно. По квитанциям можно говорить. Ну, 20 около тысяч. Лето? А летом только за электроэнергию где-то это получает 5 тысяч. И завод. Кто у вас ответственный за все платежи? Я за энергетику, за коммуналку, за энергетическую, электроэнергия, газ, вода. Я отвечаю. Все коммунальные. А где вы деньги берете? Пенсия хорошая у меня. Прям очень хорошая, что 20 тысяч. Сверхсильная. Да? Деньги у нас по принципу сообщающих сосудов. Деньги, что у сына, что у супруги, что у меня, что у снохи, неважно. Принцип сообщающих сосудов. Деньги перетекают туда, куда нужно. Как такого клада у нас денег нет. Клада нет. Потому что деньги все время движение. Деньги у кого хранятся? Никаких накоплений у нас сегодня нет. А, нету? Абсолютно.
Это я вас уверяю. Никаких У накоплений. папы были накопления, мы все деньги... Детям отдали, да? Да, когда они сколько лет? 4 года, да? 4 года. 4 года. Купили одну машину для перевозок товара, потом купили вот Адлану вот эту машину, все вместе покупали. Адлану дом строили все вместе. Его сыну Сейчас его сыну рядом дом построили, коробка, все вместе. Семейная корпорация. Всю жизнь старалась, чтобы они помогали друг другу все время. Давайте поймем, вообще, как хранятся деньги в чеченских семьях. Вот у вас один сын живет отдельно, один сын живет с вами. Ваши деньги где хранятся? Ваши деньги у вас или куда-то вы складываете их? У нас сегодня ситуация, какого-то складчина, клад денег нет. И в принципе, я вам говорю, еще раз, связано с тем, что дети занимаются бизнесом. У нас бизнес из 3 составляющих. Торговля, туризм и таксопарк. Дай Аллах, когда будет много денег, уже все. Когда много денег, они будут у папы, у тебя будут. Если будет Да, много смотрите, денег. в ближайшее время я в свою жизнь много денег не вижу. Дело в том, что наше потомство маленькое видело, маленькие Внуки. дети, внуки, да. И там внука, и здесь. Их надо женить, их надо обустроить, их кто-то выйдет замуж и так далее. Значит, хотя чужеродные, от девочек тоже, им тоже надо помогать. То есть я в перспективе не вижу, вот что у нас будут какие-то большие деньги, какой-то куш будет, я этого не вижу. Расходная часть явно преобладает над доходной частью. Явно Пускай преобладает. случится чудо, То пускай есть Всевышний поможет. Получается Дай дефицит. Дефицит получается бюджетный. Мало-мальски себя уважающий чеченец, даже живя за границей, обустроившись, имея дом или квартиру, обязательно в своем родовом селе построить для себя дом. И обязательно он будет стараться построить дом лучше, чем у соседа. Нет, Это, наверное, не только у чеченцев, это у каждого человека в крови. Лучше, в любом случае, хоть на чуть выше. Это уже не от нации зависит. Да, от чего ключи? А говорите, клада нет. холодильник. Есть холодильник. Не надо там ничего. Все пусто. Все пусто и под замком. Да. Мы с вами возвращаемся на кухню. Что мы с вами будем сейчас готовить, Иман? Для этого нам нужен болгарский перец, лук, морковь и картофель. Нарезаем лук. Зара сидит и мужем своим любуется, включила и смотрит на него. Когда последний раз вам муж цветы дарил? На день рождения. На день рождения? Это вот полгода назад летом. До сих пор продолжает дарить цветы и стихи. Тьфу-тьфу, вас не сбивает вашу семью. Тьфу-тьфу-тьфу. А Адлан вам писал стихи, дарил цветы? Стихи. Стихи нет, да? Цветы, да. У нас как женили раньше в старину своих сыновей. Они ходили в дом девушки, которая понравилась сыну, и говорили: мне для лечения нужно чуть-чуть оставшееся тесто, прилипшее к тесту. Дайте нам, пожалуйста. И чем меньше девушка давала тесто, тем она лучшая хозяйка. Литр кефира уйдет, да, у нас? Просеянная мука, литр кефира, соль, сода. Это те продукты, которые нам нужны для приготовления теста на хингал и чернош. Соль, Ой, день рождения тоже. сода. Я это видео по своей группе посмотрели. А? Видео. Я их послала. Тесто мы с вами замесили, да? Да. Смотрите, какое оно у нас нежное, воздушное. И аккуратно замешиваем. А ваше какое любимое блюдо? Чепалш. Чепалш любите? А свекровь ваша какое блюдо любит? Борщ. Борщ? Я люблю. Вот Самое любимое блюдо мама борщ. А какое ваше любимое блюдо? вторые блюда. Второе блюдо? Как часто готовят борщ и как часто готовят жижигалыш в этом доме? Галнаш мы редко, Ага. а борщи часто. Семья жижгал чаще, чем борщи. А какое любимое блюдо вашего мужа? Всеядно. Я никогда не был капризным на еду. Все, что мне положили,
я доедал до конца. Ой, молодец. Исходя из того, что боясь, значит, Аллаха, что вот то, что Он дал. Какое любимое блюдо вашей жены? Ля-ля-ля-ля-ля. Лучше Она спорить. тоже, по-моему, сиятельная. Вы лучше бы задали вопрос, какое нелюбимое. А какое у вас нелюбимое? Вот давайте, какое у вас? Борщ. А у меня вот нелюбимое блюдо это печень и болгарский перец. Вот я не люблю, но ем, потому что полезно, но я очень это не люблю. Болгарский перец Я не любите? люблю зелень, ни петрушку, ни укроп, ничего, не люблю. Но когда они добавляют, ем, потому что выбирать. Неохота лень. Вот я смотрю, у вас снохи, и вы в хиджабе, да? Я только месяца два как одела хиджаб. А до этого просто косынку носили. Да, просто косынку. А снохи у вас... Богдан, они давно одели. Дочки тоже давно одели. Мы сейчас с вами готовим чепал. Посмотрите, берем наше мягкое нежное тесто, пальцами раскатываем, разминаем и добавляем начинку из творога и зелени. Наш чепал готов, и сейчас мы его кладем в раскаленную сковородку. Все это сворачиваем в колобочек, мешочек. Тесто очень нежное, тесто слишком нежное даже, я бы сказала. И таким способом мы приготовим все наши чепал с творогом. Сейчас будем делать из требухи. И тоже по такому же принципу. Ой, как я люблю требуху. Ну тут я прям их, наверное, много съем. Очень сильно люблю. Я же говорю, я же видела, как ты. Все есть, мясо, все есть на столе, а ты за три. Сейчас мы добавляем в наш суп еще овощей. А какой бы вы совет дали молодежи? Чеченская ментальность терпеливая друг другу. Быть терпеливым, да? Это вы про семейную жизнь или в целом про всех людей? Про всех людей. Мы стали слишком эмоциональными. Взрывчивыми. Да, вот поэтому будьте терпеливы. А в семейной жизни какой бы вы дали совет чеченским девушкам? Слушайте противоположную сторону. Умейте слушать. Слушать нужно мужа, да? Жене мужа слышать. Слушайте жену. Не в том плане, что слушайтесь ее, а прислушивайтесь. Слышать научитесь Да, друг друга. научитесь. Вот такой вот совет молодежи, да, вы дадите. Своим невесткам охота какой-нибудь советовать? Мне им ничего советовать не нужно. Я довольна им. Посмотрите, здесь мы сейчас с вами делаем хингал. Начинка у нас из тыквы. Это вареная тыква с сахаром и с солью. Начинка у нас сладкая. Оставляем края. Второй половинкой закрываем. Выдавливаем вот так воздух. И теперь выравниваем края. Все, наш хингал готов. Осталось его обжарить. И переворачиваем. Вот такие вот красивые хингал у нас получаются. И чем она меня кормила? Думаешь, мясо, галушки, такие супы? Нет. Завтрак туристов. Завтрак, обед, ужин, все время. Завтрак туристов. Еврей. Молодой парень, в ледовом месте, только что знаете, жить. И она завтраком туристам ела. Она продала в конце. Я тебе еще субпродукты покупала. А я в жизни, даже будучи студентом, поверишь, я никогда в жизни даже чайник не поставил. Я чайник, кипяток даже не пил. Вот она решила поехать, к родителям уехать, вроде вечером, с ночевкой. До выхода. Я там на квартире остался. Проголодался. И, короче, я пошел, взял, купил мясо. Я в жизни не варил. Взял сковородку, электрическая плита, эмалированную сковородку поставил, масло заливаю и мясо пытаюсь там.
И приходит один мой товарищ, открывает дверь, а там дым стоит. И я в этом дыму пытаюсь вот это мясо пожарить. До еды далеко чуть. Липло мясо, пытался скинуть и ручку отломил. Да. Он взял, залил воду, все приготовил для нас обоих. Что изменилось за последние 10-20 лет в Чечне? В принципе, все изменилось. Все изменилось, да? Какая у вас мечта? Не сегодня мечта прожить достойно, здоровый образ жизни, чтобы мы все смертные, чтобы смерть моя была не мучительная, а мгновенная. Вот моя мечта. За стол и навечно. Внуки жили спокойно, не боясь за завтрашний день. Чтобы небо над головой было светлым, чтобы Это бомбы да. не бросали. Мы это видели, поэтому у всех матерей вот эта мечта. Как вы считаете, что должны знать люди о чеченцах, которые здесь не бывали, которые находятся, пускай, за границей, либо вот, как я, из Очень просто Татарстана? отвечу. Они Ответьте. должны знать, что чеченцы такие же люди, как я. Никакой особенности нету. Обыкновенные люди, которые ходят под одним куполом неба, подвержены нашей вере и так далее. Обыкновенные люди. Когда нас выслали, ну не меня, я-то родился там, родители 44-й выслали, год. ну рассказывают старики. Предварительно была информация, что чеченцы носят вот такие попахи, там рога, что они могут рога бодать и так далее, и так далее. То есть вот это Людоеды. да, людоеды. А чеченцам надо знать любому представителю любого народа на этом земном шаре, что он такой же человек, как и он. С такой же душой, с такими же чувствами, с такими же потребностями, проблемами жизненными. Все люди одинаковые. Всем Аллах дал 2 руки, 2 ноги, одна голова, 2 глаза. И да. все. Смотрите, мы берем нашу тарелку, смазываем топленым маслом, и на него мы будем выкладывать наш первый чатуш. А его надо? Так вот купают. Вот посмотрите, такая красота у нас получается. Также поступает со следующими чепауш. Посмотрите, их хорошенько моют и ставят сверху. А я обильно все это смазываю топленым маслом. Когда начинается сезон туристов? Обычно они приезжали и зимой, но он начинается где-то с апреля. كيف تعيش ولا ما شاء الله واحد يلا سكر تاكتا هو شوي والله هو خلدون ماشي هو كو حدا اللي بولتو ماشي كيلو اريا تراجع Ной, ной, ой. Вот что. Давай. هذا وقتي كمان شيء صرت أقنع هذا لا قلقي لازم خذ صحيح 아, 나 있어 넣었어. 네, 됐어. 이해했어. شخص جاي
Суахтун. Язгша яхдизас. Куда что шумят? Сейчас мы нарезаем с вами дауниш. Здесь мы нарезаем хингал, ше, множественное число. Тут у нас чепош и вареники с черемшой и творогом готовы. Как они у нас называются? Хью? Юзенгаунш. Вы опять переодеваться? Да. Вы такой чеченский модник? Мы сейчас уже накрываем стол. Скоро к нам приедут гости. О, горячо. Ну какой нарядный. Все красивше и красившего ходит же к нам. Раз. Вот это да. На вас черкесская одежда, да? Вот так она выглядит. А чем я хуже? Вы вообще красота, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Вот посмотрите, вот так должны выглядеть красивые, счастливые люди. Что на вас надето? Мы видим шапку из каракуля, да? Папаха называется. Папаха это называется. Правильно. Здесь что у нас? Это газыри называются. Когда эта одежда была повседневная, избирательная, на свадьбу, на работу, на охоту. Обратите внимание также, как выглядят у нас здесь пуговки. А всегда делали вот такие самые. Здесь вы подпоясаны, мы видим. Да. Это для ношения кинжала. Да, совершенно оружие. Сапоги. Сапоги, не кирзовые. Вы в такой одежде куда-нибудь ходите или Нет, никуда не хожу. Сегодня, Только если туристов это встречаете. уже на синической культуре используется. В начале 20 века чеченцы, кавказцы, скажем, ходили в этой одежде. Как я сказал, на разные мероприятия. Зависимо от этого выбирался цвет ткани. Черный, белый, зеленый, голубой, ну, такой оранжевый, вот такой цвет и так далее. Зависимо от этого. Но на охоту вот эти газыри, здесь это были уже как бы запасниками патронов. Здесь держали. Потому что отсюда удобно было вытащить патрон и зарядить. Могу я предположить, что ваш любимый цвет это бордовый? Да. Да. Ну что, теперь мы присаживаемся за стол. Да. Ждем ваших друзей. За стол невестки с вами присаживаются или нет? Они присаживаются, но все сейчас не хотят. Так, это вам. Валикум салам! Полная пикировки. Да. Маш Мокшдела. Ассаламу алейкум. Валикум салам, Маш Мокшдела. У вас гости, я смотрю. Здравствуйте, спасибо. Познакомиться. Эльвира. Меня Рамзан зовут. Рамзан Будем вас. знакомы. Умар. Эльвира, рада знакомству. Я вижу, вы не с пустыми руками, вы с чемоданами. Чемодан, это музыкальный. Да? Посмотрите, гости у нас пришли с чемоданами. Это усилительное. Да. О, сразу. Гости все в сборе, теперь мы присаживаемся за стол, будем угощаться чеченскими блюдами. Я тебе велела сесть на ту сторону, чтобы я рядом с тобой не сидела. А нельзя, да, у вас? Цуар, глубина его, а еще цуар. Ага, а я рядом с мужем, да? Ну ничего Давайте страшного. поменяемся Не местами. надо, Ничего страшного, надо. наоборот, это хорошо. А что, нельзя рядом с мужем сидеть? Можно. А если бы вам было, поменьше лет, то нельзя было бы рядом сидеть мужу? Нельзя. Нельзя, да? Нельзя. Конечно. Не обязательно вот нельзя, не в той мере. Нежелательно. Некрасиво, не Не этично. этично. Не этично. Этикет нарушает. Вам сколько лет? 78. 78. Вам? Я молодой, 62. 62. Вам 75. Значит, Эльвира
она ютубистка, у нее 1 миллион подписчиков. Богатый человек. А в Инстаграме тоже подписчиков несколько сотен. Семашка, Яна. Семашка. Это вам не рассказывают. Давай вот эти горячие. Нет, нет, мне надо. А калор лошадь, да. А вот хлеб. Рамзан, бисмилlah. Давай, Умар. Bismillahirrahmanirrahim. Бертки. Амин, амин. Так, кайна где из, ажна где из. Присели за стол, старшие начали, значит, я тоже могу Конечно. пробовать. Ногчи чорпа. Здесь огромный кусок мяса, красивый прозрачный бульон, зелени много, лук и болгарский перец. Пробуем. Ой, как вкусно. А вы воду с крана пьете? Пьем. Поэтому у вас, наверное, и бульоны вкусные, то, что вода вкусная. У нас вода не из-под крана не пьем, видите, вам А, вы колодец. колодец. Мы заливаем терскую воду в колодец, она за счет гравитации там оседает, и набираем оттуда и пьем. Невероятно вкусный бульон. Нежное мясо. Очень вкусно. Кушай, любимые далныш. Вместе можно, да? Да, да. Все можно. Далныш — это у нас лепешки, внутри начинка из требухи. Это мое самое любимое. Чем вот этим мазать? Да. Умар, говорит. Да, я. Чепл, да, чепл. Да. Как вкусно. Давайте посмотрим, что есть на нашем столе. Здесь у нас юзенгалныш, начинка из творога и черемши. Тут у нас сладость чак-чак. Здесь у нас солености. Тут у нас дауныш. Здесь у нас хингл. Это Тут Это у нас черемша. черемша жареная, которую мы свежее, обязательно... вот с этого года. Да, которую мы обязательно попробуем. Чепалч. Чепалч. И это юзенгал, что же. Юзенгалныш. Да, вот такой вот вкусный, традиционный чеченский стол у нас сегодня. Сейчас будем все это пробовать. Меню чеченской кухни содержит более 5 или 6 десяток наименований. Чеченская кухня очень вкусная. Я вот впервые познакомилась так близко с ней. Действительно, у вас очень вкусно. А как правильно черемшу кушать? Просто брать и есть, как салат? Я его обычно ем с хлебом. Мова, чем-то ясно? Умакали. Умакали. Ну, такой я люблю. Умакали. Да, сунде база. Такой чеснок. Вкусный. Принц. В студию. О, это точно приз. Это стопроцентный приз. Дай ладно, присядь. Это
они красиво. смешанные были. Это как мед в уши. Зара же была настроена на танцы, говорит, танцевать сегодня хочу. Ты Визенгалншни Я сейчас все поем, не переживайте. Весь вечер мог быть. А какой вкусный бульон, я аж прям вот так пью. Сейчас пробуем хингалш. Это у нас десерт чеченский, внутри сладкая тыква. Чай принести? Нет, я с бульоном. Правильно. Ко мне приехали мои друзья. Ну, я представлю в первую очередь Рамзана Паскаева, заслуженного артиста Российской Федерации, Да вы что? народного артиста Республики Ингушетия и Чеченской Республики. И, Большая между прочим, честь я вам скажу, познакомиться. И Южная Осетия. и Южная Осетия, да, забыл я, и Южной Осетии. И самое главное, он заслуженный артист Российской Федерации, первый гармонист. Ни один гармонист в Чеченской Республике, Чечено-Ингушетии, не заслужил такого звания. Он первый среди гармонистов, который завоевал или присудили ему, и присвоили заслуженно. Рамзан Паскаев знает во всем Северном Кавказе, даже за рубежом. Для меня большая честь познакомиться с вами. Это очень неожиданно. Но игра ваша действительно, она виртуозная, красивая. Второй друг седой. Самый молодой. Да. Шаухалов Умар. Заслуженный Он энергетик. почти первый эколог в республике. Мне принесли дополнительную порцию бульона. Горячий, смотри. Ой, как вкусно. Очень рада познакомиться с вашими друзьями. Для меня большая честь познакомиться с заслуженным артистом. Сейчас мы с вами пробуем юзенгалнаш. Посмотрите, это у нас вот такие вот вареники. Внутри начинка черемша с творогом. Мне черемша очень понравилась. Понравилось?
Черемша не прошлогодняя, а свежая, только с этого года. Ну, сейчас самый сезон. Из-под снега его достали. Ценой больших усилий. Огромное вам спасибо. Я рада с вами познакомиться. У вас замечательные дети, у вас прекрасная жена. Мне очень у вас понравилось. Вы очень хороший. Я про вас тоже скажу. Вы тоже очень хороший. Серьезно? Я в восторге. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить вашу Конечно, семью. хорошие. Спасибо. Мне очень понравилось с Спасибо. вами сегодня проводить время. Спасибо. Чувство юмора, образование, как вы разговариваете. Настолько у меня сегодня был приятный день, за что вам огромное спасибо. Взаимно. Всем привет нашим. И вашим тоже. Лера, удачи вам. И вам также. До свидания. Всем удачи. Я надеюсь, мы с вами еще встретимся и не раз. Друзья мои, у меня для вас есть очень полезная информация. Вы принимаете туристов в своем доме, да? Когда вы приедете в Грозный, захотите познакомиться с бытом чеченского народа, обязательно приезжайте в их семью, вам проведут мастер-классы, вас здесь разместят, отвезут в горы. Чем еще занимается Адлан? Адлан возит их по всем примечательным местам Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии. Вы можете позвонить, я номер Адлана оставлю в описании к этому видео. Когда вы соберетесь на Кавказ, обязательно ему позвоните, проконсультируйтесь, он вам все расскажет, все покажет, мастер-классы, вы зададите любые вопросы, которые вам интересны касаемо жизни чеченского народа. Так что, друзья, приезжайте, прекрасно проводите время, я всегда вас знакомлю только с самыми лучшими людьми. Приезжайте, мы вам будем рады. Добро пожаловать. Как мне понравилась эта семья. Я очень рада знакомству с вами. Огромное вам спасибо. Я уже с Адланом договорилась, что летом я поеду с ним в тур. У него есть несколько дневный. В Дагестан они поедут, по Грозному будут, по Чечне будут ездить. Вот, и я тоже буду в этом туре. Ну, в каком именно, не знаю по срокам пока, когда получится. Дербент, Гунип, такие замечательные места. Вот я сказала. Кизиной, ведущий. У него Приезжайте. туры есть на 9 дней даже, представляете? Так что, друзья, обязательно приезжайте. Эльман! Нету? А вот оборжи. Сына потеряли в доме. От вас лично? Это какой-то очень дорогой подарок. Это постель. Он не сильно дорогой. Это но очень это дорогой просто подарок. Просто память обо мне. Это не сильно Моя дорогая, спасибо вам большое. Это тоже гостинцы? Спасибо С большое. изображением всех наших замечательных Посмотрите, какие достопримечательностей. красивые гостинцы мне передают. Вы очень тяжелый гостиниц дали. Довези как хочешь. Да, я довезу, я еще дома постелю. Спасибо, огромное спасибо. Я так рада познакомиться с вами. Красавицы, девчонки, у вас замечательные снохи, у вас прекрасные сыновья, у вас чудесный муж, а вы, тьфу-тьфу-тьфу, вас не сглазить. Спасибо. Ваше здесь воспитание Спасибо. точно чувствуется. Спасибо за... Ну, ей повезло, да? Я высокорткая. Я буду вам говорить, что вам повезло, ей буду говорить, что ей повезло. А точнее наоборот. Ну, в общем, вы поняли. Ну, я поняла. Да, буду говорить так. Это ж какое счастье, когда обеим сторонам повезло. Да, вам всем повезло. Я сегодня восторгалась вашими взаимоотношениями с вашим мужем. Настолько трепетная у вас была любовь, и вы так все это рассказывали, я аж прослезилась. Адлан, знаешь, как нас называют? Как? Когда спрашивают, как родители. А, наши молодожены. Молодожены? Ага. И пускай вас так всегда называют все. Это Это действительно он очень. подшучивает над нами. Я думаю, что ваши сыновья берут пример со своих родителей. Дай Бог, чтобы у них в жизни все было хорошо. Мы свою жизнь прожили. Моя главная мечта и главное желание, чтобы у них в жизни все было хорошо. Пришло время прощаться, друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Как всегда, у нас с вами был очень интересный и насыщенный день. Помните, что вы мне самые лучшие. А вот теперь пока-пока. Спасибо, мои красавицы. Еще увидимся. Спасибо.